Привет, ребята, это Настя. Давайте поговорим о самостоятельном образовании. В основном это, конечно, касается образования по интернету, но это может быть даже купленный тобой учебник, который ты пытаешься пройти сам самостоятельно. У вас такое было, что вы начинали какой-то курс, который, скажем, нужен вам для того, чтобы получить сертификат, например, по английскому, или вы хотели бы сменить, попробовать карьеру и хотите записаться, я не знаю, на курс дизайна или программирования, или, может быть, вам нужно было сдать какое-то профессиональное сертифицирование типа ACCA, да, для бухгалтерии. И вы вроде понимаете, что вам это очень необходимо, вы начинаете, но дальше нескольких первых уроков дело никуда не движется, и год за годом вы все мечтаете таки закончить этот курс, ничего не помогает. Я 100 раз проходила эту ситуацию, и со временем я реально научилась, как учиться самостоятельно по всем тем ресурсам, которые у нас есть, и доводить дело до конца. Кстати, насчет самостоятельной учебы в целом, когда я училась в школе, еще было такое понятие, как у моих родителей нет денег на репетитора, например. Но сейчас вся информация, она доступна совершенно бесплатно на кончиках твоих пальцев. И все остальное — это просто отговорки, потому что ты можешь сам пойти, сорганизоваться и получить необходимые тебе знания в большинстве случаев совершенно бесплатно. Вообще тема эта для меня сейчас актуальна, потому что в этом году у меня появилась необходимость выучить биологию, и так как в моем университете, или вообще где я живу, университетский уровень биологии преподается только на немецком, поэтому сразу очный вариант обучения отпал, и мне нужно сделать это самостоятельно. Поэтому я села и собрала 10 типичных ошибок или принципов, в общем, 10 моментов, которые я учитываю при организации своего обучения, так, чтобы действительно дойти до конца. Самое главное, как я считаю, когда дело идет о самостоятельном обучении, это выбрать один ведущий твой процесс обучения ресурс и иметь цель закончить его до конца. Вот из всех возможных учебников по биологии, у меня есть Cell Biology, есть вот этот учебник курсов по биологии, которые есть бесплатные в интернете, например, EDX, MIT, Introduction to Biology, или на Khan, как она читается, Academy, есть Introduction to Biology. В общем, из всех этих курсов я остановилась, выбрала вот этот учебник, а именно главы 2-20 из этого учебника, и моя цель я скажу себе, что окей, я прошла курс по биологии, я выучила начальную биологию, если я выучу именно главы 2-20 из этого учебника. В прошлом, так как ресурсов настолько много, я все время учила как бы темами, а не материалом. И я вот брала эту тему и чуть-чуть поучу ее в этом ресурсе, чуть-чуть в этом ресурсе. И в итоге у меня не было ощущение, что я куда-то двигаюсь. А когда этого ощущения нет, что ты двигаешься, у тебя сразу пропадает мотивация, потому что ты везде распространился. С этим учебником я чувствую, что я иду вперед, потому что я прохожу страницу за страницей, главу за главой. Хотя у меня есть один вот этот основной ресурс, я все равно пользуюсь дополнительными ресурсами, но акцент во всех этих дополнительных ресурсах именно на практику. Я одно время, когда я читала какую-то главу в учебнике, я потом смотрела лекции по той же тематике на Khan Academy, надо было прочитать, как она правильно читается, в общем, на вот этом сайте. И я просто усилием воли себя заставила перестать это делать, потому что под вот этим очень пассивным потреблением материала, с которым я уже ознакомилась до этого, скрывается это такая иллюзия, что я учусь или делаю что-то полезное, но на самом деле я в какой-то момент поняла, что я просто развлекаюсь хоть и на материале своего учебника. И вместо этого теперь я как дополнительные ресурсы выбираю те, которые дают мне практику. Например, на EDX есть курс по Introduction to Biology, и у них есть разные упражнения. Вот я выполняю эти упражнения. Или я купила Mastering Biology, это упражнения, которые идут к этому учебнику дополнительно за 20 евро, тоже дополнительный ресурс, но он именно сфокусирован на упражнениях, на практике. И то же самое касается иностранных языков, потому что раньше я говорила, что да, для языковой практики просто смотрите YouTube-каналы на изучаемом вами языке, но сейчас я понимаю, что это очень сродни моего просмотра видео Khan Academy про прочитанному материалу. Просто нет такого количества иностранных видео, которые ты просмотришь, которые помогут тебе заговорить без самой практики. Поэтому у меня, конечно, нет рекомендаций по каждому языку, это надо искать эти ресурсы, как и по каждому предмету, но тот же английский, например, я не раз упоминала Puzzle English, что это просто must-have ресурс для вот именно такой практики, которая позволяет тебе погрузиться в среду, потому что там ты не просто пассивно слушаешь ту же самую речь, которую ты слушаешь на YouTube или в видео, в сериалах, но тебя
тебя заставляют активно использовать новые слова в разных упражнениях, которые основаны на том же живом языке. И каждый найдет что-то свое, тему, которая ему интересна. Мне, например, нравится их научпоп видео, там можно за 3 минуты узнать что-то интересное о жизни на Марсе. И можно также понять целиком это видео за счет их умных субтитров, даже если у тебя низкий уровень английского или средний уровень английского. И в то же время можно эти новые слова не просто один раз услышать, увидеть перевод и забыть, но потренировать их, воспроизводить их. И это, естественно, гораздо больше усилий занимает. Каждый вечер мне нужно немножечко себя заставить, чтобы именно не послушать Khan Академию, а активно повыполнять упражнения, но чувство, которое ты испытываешь, воспроизводя это иностранное слово, воспроизводя это определение, которое вот ты еще 3 часа ранее не знала, сейчас ты можешь его сам самостоятельно повторить. Вот это чувство — это небывалая мотивация, которая помогает тебе от главе к главе, от темы к теме двигаться вперед, когда ты учишься самостоятельно. Еще одна просто убийственная для меня ошибка, убийственная в том плане, что на этом я обычно и бросала курс какой-нибудь, это ошибка самообучающегося перфекциониста, потому что когда ты учишься сам, то ты сам выбираешь свой темп. И лично что я делала, я себе говорила, по крайней мере, так себя вела, что пока я на 100% вот не изучу эту конкретную тему, не буду разбираться, я не буду двигаться вперед. Когда ты учишься с преподавателем, такой проблемы никогда не стоит, потому что неважно, подготовился ли ты на 50%, на 80% или вообще не подготовился, следующая тема, она все равно придет на следующей неделе. И в худшем случае тебе просто придется догонять. Когда ты учишься сам, это первые темы могут растянуться на бесконечность. И вообще учить до 100% невероятно нудно, потому что вот эти последние идеальные проценты, это скучно, это демотивирует. Поэтому я сейчас учусь параллельно, так сказать. Например, я сейчас разбираю 3 главу, и для меня разбираю, значит, что я понимаю абсолютно все, что в ней написано, понимаю, в науке это актуально, надо понимать все, что там написано, и кроме этого я сделала тест несколько раз по всему содержанию этой главы, вот я, значит, ее разобрала. Но параллельно я копаюсь в этих деталях, и это медленный процесс идет. Параллельно, когда я устаю копаться в этих деталях маленьких, я открываю следующую главу, и иногда даже следующую, 4-ю, 5-ю, и skim read it, то есть так поверхностно ее читаю, выбираю такие основные моменты, вступления, самые легкие абзацы для прочтения. И это вот мне подпитывает мою мотивацию, мне очень интересно узнать более подробно, интересно идти дальше. Дальше, это подходит не для всех ситуаций, но когда ситуация позволяет, то это очень хорошо работает. Некоторые вещи, которые мы учим самостоятельно, кульминируют в какой-то экзамен, скажем, там экзамен по английскому, TOEFL или IELTS, или GRE, или GMAT для поступления, или какой-то профессиональный сертификат типа ACCA экзамен. И за них обычно надо платить там несколько, 200, 300, 400 евро, долларов. И, в общем, что мне раньше я себя очень сильно жалела и говорила, вот когда я выучу 70 или 80% материала и буду уверенно себя чувствовать, что я почти вижу свет в конце туннеля, то тогда я запишусь на экзамен. И на самом деле с таким подходом я никогда до этих 70-80% не доходила. Сейчас я знакомлюсь с материалом, который мне нужно выучить, я делаю пробный тест, чтобы понять, сколько времени где я сейчас нахожусь, в какой ситуации, сколько времени мне необходимо, чтобы хорошую оценку получить на этом тесте, и дальше я иду и плачу, и записываюсь на экзамен. Страшно ли мне, что я не успею подготовиться, и эти деньги прогорят? Да, немного, но с другой стороны, учитывая мой опыт, мне уже гораздо страшнее, что я опять прокрастинирую несколько лет, и это дело с места не сдвинется, и это гораздо страшнее. Вот, например, сейчас в биологии, это не совсем как экзамен, но есть вещь денежная по причине, в которой я должна закончить этот курс до 25 июня. Если я этого не сделаю, то я попаду на очень большие деньги. И это просто, несомненно, подстегивает. Кстати, многие онлайн-курсы, они предлагают платные сертификаты. Мой личный опыт, ребята, я платила за сертификаты, думала, что это поможет мне двигаться вперед, но почему-то нет. Я все равно бросала этот курс, поэтому это мне конкретно не помогает, но вот платить за экзамен, который мне действительно надо сдать, это вот для меня супер работает. И, конечно, когда ты учишься сам, то остается много вопросов, и нужен кто-то старший, кто разбирается в этой теме, который может тебя проконсультировать.
У меня, как ни странно, даже вот в первую очередь не приходит идея, что за такие услуги можно платить, типа как репетитор. Мне кажется, что есть столько вариантов попробовать найти какой-то бесплатный вариант. Например, я сейчас здесь в Вене попросила местного профессора по биологии, который использует прям вот этот учебник, по которому я учусь, она преподает его, но только на немецком. И я спросила, что хотя я не говорю на немецком, хотя я не ее студентка, можно ли я буду ходить к ней пару раз в месяц в ее консультационные часы и задавать вопросы. Мой второй вариант — это попросить моего преподавателя по нейробиологии тоже мне помогать с такими консультациями. Она, у нее изначально образование в химической биологии. И, естественно, я должна просто максимально подготовиться, прийти с четко выписанными вопросами, заранее проверив, что ответы на эти вопросы не первый результат в Гугле, потому что если ты приходишь с такого типа вопросами и тянешь время человека, то у него нет удовольствия от того, что он помогает студенту с хорошим потенциалом, и вместо этого это как пощечина, что он просто за тебя гуглит, и, естественно, это демотивирует. Ну и кроме этого варианта у меня еще есть вариант с онлайн-курсами, потому что на некоторых онлайн-курсах администраторы курса отвечают вот тем, кто берет этот онлайн-курс, и изначально на EDX, где я делаю упражнения, там очень активно отвечали, сейчас они как-то перестали, поэтому я буду искать другой подобный курс. Но, в общем, всегда есть бесплатные варианты, они, может быть, не так эффективны, как преподаватель, которому вы будете платить, который будет вам моментально отвечать. Я просто хочу сказать, что твоя способность получить суперкачественные знания очень слабо зависит от твоего бюджета, и это больше отговорка, чем объективная причина, почему мы что-то не знаем. Расписание. Когда ты занимаешься сам, очень важно представлять себе, в какие дни и поскольку ты будешь заниматься, потому что иначе, если ты не будешь этого планировать, то ты всегда будешь слишком уставшим и слишком занятым, чтобы сделать вот этот self-study. У меня нет конкретного времени или расписания вот в таком плане, но и каждый раз, закрывая учебник, я просматриваю, что я примерно завтра сделаю, послезавтра, вот я, например, прочитаю эти 1,5 страницы, послезавтра эти 2 страницы, и еще я думаю на пару недель вперед, а вот в следующие 2 недели я, например, сделаю эту и эту главу. Еще вот эти консультации с преподавателем, если есть такая возможность их делать, они также очень хорошо меня подстегивают, потому что я хочу максимально использовать время, которое мне дает преподаватель. Вот, например, сейчас я хочу закончить именно конкретные 2 главы, чтобы собрать все вопросы и получить на них все ответы, и потом уже двигаться вперед после этой моей консультации. Если у вас нет возможности договориться с преподавателем на очной консультации, то, мне кажется, другой хороший вариант для таких checks and balances, чтобы прогресс держать, это организовать стади-группу, учебную группу с кем-то, с какими-то другими студентами в вашем городе, которые готовятся к тому же экзамену. Я, например, пытаюсь сейчас по биологии, может быть, когда одна моя одноклассница вернется в Вену, она присоединится ко мне, и мы будем вместе идти по этому материалу. Это не очень критично для меня, но это приятный бонус. А вот что мне очень важно, немножко сбился порядок, важнее, чем study groups, для меня хорошо ознакомиться со структурой материала, который мне нужно выучить. И когда мы учимся в университете, нам обычно преподаватель дает силабус, и мы видим в течение всего семестра, что и в каком порядке мы будем проходить. Это нам помогает иметь общий обзор. Когда мы учимся сами, у нас такого нет. Не обязательно выписывать это в силабус, как мне кажется. Например, если я работаю с физическим учебником, что мне помогает, это реально просто добавить тэбы, разбить учебник вот на его структуру, сделать визуальный. Вот здесь у меня большие тэбы, которые обозначают 7 частей этого учебника, и пока я все это делала, я как-то выучила структуру учебника. Но вы же понимаете, это не просто структура учебника, это структура знаний, структура начальной биологии. И потом, когда я учу конкретную часть, я еще разбиваю ее, добавляю тэбы для каждой главы. И опять же, то есть вот у меня здесь самые 3 главные для меня — это biochemistry, cell biology и DNA, и, ДНК и генетика. И, например, сейчас в химической биологии у меня здесь 5 глав. Это атомы, молекулы, вода, карбон, большие молекулы и липиды, и ATP, энергия. Ну, в общем, неважно. Просто вот это знание, когда ты знаешь высокую картину, тебе проще наполнять ее деталями. И это абсолютно для любой сферы подходит, что бы вы ни учили. Если вот у вас есть эта большая картина перед глазами, вы понимаете, просто это и мотивационно проще, и запоминается лучше, потому что ты просто заполняешь вот эти
пустые клеточки. Ну и если вы берете онлайн-курс как ваш основной ведущий ресурс, то тогда можно как раз-таки просто на бумаге сделать себе силабус, переписав как бы содержание курса, вот как профессор выдает, и у вас на бумаге будет такое видение всего курса на одном листе перед вами. Еще я хотела сказать вам, не давайте никому сказать, что у вас не получится чего-то изучить самим, разобраться в какой-то очень сложной теме или получить какой-то сложный навык. Bullshit. Такие люди реально найдутся везде, и даже есть в моем окружении люди, которые пытаются мне что-то такое сказать, но они токсичны, я их не слушаю, просто ограждаю себя от них, потому что, да, мне никто не гарантирует успех. Но я, по крайней мере, пытаясь что-то делать, я даю себе шанс, что если не завтра, не послезавтра, то, может быть, через год я чего-то добьюсь. Но те люди, которые изначально говорят, нет, ничего не получится, ничего не надо делать, вот у них точно никакого шанса нет на то, чтобы сделать что-то выдающееся. Я, конечно, не могу не оговориться о том, что огромное количество материалов, именно качественных, они доступны именно на английском языке. И в какой-то мере люди, которые говорят на английском, имеют вот это информационное преимущество, потому что большинство этой информации бесплатно, да, может быть, люди могут на каких-то других языках тоже получить эту информацию, но платно или не полностью. В общем, мне кажется, что можно по-разному относиться к тому, что английский язык — мировой язык. Я никак не отношусь, потому что мне не волнует как-то этот вопрос с националистической точки зрения, но в любом случае это факт, больше информации доступно на английском, и если ты не хочешь быть at a disadvantage, если ты не хочешь иметь меньше каких-то возможностей, то английский стоит знать просто по дефолту, чем бы ты ни занимался в жизни. Вот, я даже целое видео хочу снять с такой мотивацией. Я набрала, мы с Ромой сидели, брейнстормили, а вот еще почему надо сдать английский, еще почему надо сдать английский. Я, наверное, сниму его. Насчет английского, опять же, вы можете начать прямо сейчас с Puzzle English, которые такие молодцы, потому что держат определенный объем доступных упражнений для каждого человека бесплатно каждый день. Мне кажется, это невероятно круто и этично, не этично, а просто как бы социально ответственно, socially responsible с их стороны давать эту возможность абсолютно всем начать учить английский язык. У меня есть тонна видео про то, инструкции, как пользоваться их разными сервисами, я залинклю их внизу, так что посмотрите. И это все на сегодня. Рассказывайте, кто какие предметы сам изучает, какой у вас с этим успех. Может быть, какие-то стадии-группы сформируются внизу в комментариях. И это все на сегодня. Увидимся в понедельник, ребят. Пока!